Приветствую, друзья! Позади меня люди по национальности швейцарцы. И возникает пару вопросов. А почему именно они охраняют Папу Римского? И почему у них такие диковинные наряды? Давайте в этом и разберемся. Подписывайтесь на наш канал, будет интересно. Дело в том, что они швейцарские гвардейцы, которые являются представителями одной из старейших армий Европы, существующих и по сей день. Сегодня мы знаем Швейцарию как такую миролюбивую страну, но когда-то им приходилось лютым образом воевать. Швейцарская гвардия на наемной службе появляется в XIV веке, и в основном они нанимаются французским герцогом. А впоследствии Швейцария вовсе сделалась главным пунктом по вербовке наемных войск для всех держав Европы. Швейцарцы обрели славу таких свирепейших и безжалостных воинов, готовых сражаться за любого, лишь бы платили деньги. А чем вчерашние пастухи так ужасали своих врагов? Эта история начинается в XIV веке, когда дом Габсбургов, правители с такими большими подбородками, мы их обсуждали в одном из прошлых видео, решают контролировать самый для себя быстрый путь в Италию через перевал в Альпах Сен-Готард. Но Габсбурги сталкиваются с интересами трех швейцарских кантонов – Ури, Швиц и Унтервальден, которые признавать над собой власть Габсбургов не хотели. Был спровоцирован конфликт, и на подавление мятежа Габсбурги высылают герцога Леопольда Австрийского с 11-тысячным войском, 2000 из которых были кавалерии. А швейцарцы, тем не менее, выставляют кантон Швиц всего лишь 1300 воинов, плюс к ним присоединяются 300 воинов от кантона Ури и еще 100 человек от кантона Унтервальден. Австрийцы, двигаясь в горах по перевалу Мургартен, превращаются в громоздкую такую и неповоротливую массу людей, чем, естественно, и воспользовались швейцарцы. Швейцарцы посылают отряд не небольшой, но из очень опытных воинов, которые, двигаясь по лесистому склону, отрезают авангард австрийцев от остальной части войск, забросав проход стволами деревьев и различным мусором. И как только австрийская конница оказалась отрезанной от пехоты, швейцарцы атакуют смешавшихся австрийцев камнями из-за леса, а потом и переходят в прямое столкновение, умело орудуя своими алебардами и топорами. Погибает 2000 австрийцев, в основном рыцарей. Иоганн из Винтертура, хронист того времени, описывает эту битву так. Это была не битва. Людей герцога Леопольда просто резали как скот. Горцы их резали, как овец на бойне. Никто не оказывал сопротивления, и все без различия были перебиты. Ярость швейцарцев была настолько высока, что когда австрийская пехота видела, как падают беспомощными храбрые рыцари, предпочли прыгать в озеро, чтобы сгинуть в его водах, нежели быть жертвой ярости швейцарцев. А вот так Бернская хроника изображает эту битву, и мы видим, как там в озере погибают австрийцы, но самое интересное, что хронист как будто бы подшутил, изобразив австрийских воинов с улыбками на лице. Так что вот это отражение, разгром швейцарцами феодальной армии Габсбургов обеспечило независимость конфедерации и послужило толчком для формирования швейцарского государства. Тут важно понять, что швейцарцы перевернули ход вообще европейской истории, потому что с тех пор конница не могла чувствовать себя в безопасности даже в своей родной стихии. И крупные феодалы, которые желали принудить непокорных горцев признать зависимость, все их попытки оканчивались провалом. Швейцарская пехота показала невероятную эффективность глубоких колонн пикинеров против практически любого противника. И в ответ на швейцарскую гвардию в Германии создаются свои собственные наемные войска ландскнехты, что дословно переводится как «слуги земли», которых набирают в основном из бедных сословий Швабии, Альгоя и Тироля. И таким образом у швейцарцев появляется
заклятый враг, с которым им было более-менее интересно сражаться. Кстати, их мечта порядочно порубиться с ландскнехтами осуществилась сполна в последней битве Средневековья, битве при Павии. Мы планируем посетить это место, так что ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. В сражении швейцарцев против ландскнехтов существовало железное правило – ни в коем случае не брать пленных, несмотря на политическую обстановку и договоренности между командующими. То есть вот это соперничество лучшей пехоты Европы было выше всяких дипломатических игр и интриг. Что было вообще общего у швейцарцев и ландскнехтов? Дело в том, что это были невероятно здоровые мужики, растущие в горах. Например, неподалеку от места, где я живу, на севере Италии, есть такой небольшой поселок, буквально несколько домов, называется Дом ландскнехтов. И дело в том, что это место было свидетелем перехода 15-тысячного войска печально известных ландскнехтов под командованием генерала Георга фон Фрунсберга. И недавно там археологами были найдены несколько скелетов, ну просто таких здоровых мужиков, там вот одно колено вот такое в ширину. И Франсуа Рабле в своей великой книге «Гаргантюа и Пантагрюэль» упоминает какого-то здоровенного швейцарского солдата по прозвищу Бернский бык. Так что представьте себе человека, который умело орудует такой 5-метровой пикой, плюс среди них были так называемые доппельзольднеры. Это люди, получающие дополнительный оклад за то, что они сражаются в первом ряду, и среди них также были те, кто орудовали двуручными мечами. Один из этих мечей, кстати, назывался фламберг. Есть такая легенда, что этот меч предан анафеме за нанесение страшных и незаживающих ран. И там малейшего движения меча хватало, чтобы в ране появились параллельные порезы, словно от пилы. То есть при уровне средневековой медицине такое ранение чаще всего приводило к гангрене. И поэтому, естественно, наемники, которые сражаются за деньги, а не за идею, очень не любили противника с фламбергами. И легенда говорит о том, что владельца фламберга ни в коем случае не брали в плен, а казнили прямо на месте и часто предавая страшным мучениям. Однако обладание фламбергом было очень престижным за счет того, что, естественно, меч очень тяжел в производстве и стоил очень больших денег, которые мог позволить себе только опытный кондотьер или ландскнехт. И человек, у которого был фламберг, он во всеуслышание заявлял о том, что презирает смерть и не будет сдаваться в плен, что повышало его стоимость на рынке наемных войск. Ландскнехты позаимствовали у швейцарцев и стиль в одежде. Без сомнений, швейцарская гвардия обладает самой такой диковинной формой среди всех армий мира. По легенде, они обрели ее после того, как в битве при Нанси разбили бургундцев, и одежда швейцарцев была настолько потрепанной, что они брали лоскутки из вражеских знамен и прям там принялись делать себе заплатки. И вот это такой некий клоунский шик им очень понравился и стал модным в их среде. И ландскнехты тоже были как такие модники эпохи Ренессанса. Они одевали такие броские наряды, и Максимилиан I, император Священной Римской империи, он освободил ландскнехтов от законов, которые регулировали форму подданных, объясняя это тем, что их жизнь настолько коротка и безрадостна, что роскошные наряды – это единственная их радость, и он не собирается эту радость отнимать. Так что, если вы решите с друзьями атаковать Ватикан, имейте в виду, что это не просто ряженые ребята. На самом деле это элитные солдаты, у которых помимо архаичного оружия, с которым мы их видим, алебард и копий, есть также оружие современное. На сегодняшний день в Ватикане на службе состоит 135 человек-гвардейцев, что примерно 16% всего населения Ватикана. И таким образом Ватикан – это самая милитаризованная страна в мире. Звездная слава швейцарцев привлекла внимание Папы Римского Юлия II. Это тот самый папа, который построил базилику Святого Петра, построил музей Ватикана, который сегодня посещают миллионы человек, а также попросил художника Рафаэля расписать потолок Сикстинской капеллы, недавно построенной.
Но больше всего этот папа прославился как воюющий папа, потому что на протяжении всего своего понтификата он вел беспрерывные войны. Он обращается в Швейцарию с просьбой выделить ему 200 воинов. Швейцарцы соглашаются, и элитный боевой отряд направляется пешком из Швейцарии в Рим и добирается до Рима за 4 месяца. Форму швейцарской гвардии она должна была отражать цвета самых влиятельных семей в Италии – Делла Ровере и Медичи. Кстати, сам папа Юлий II, он был из Делла Ровере, и известный писатель Дэн Браун придерживается теории о том, что именно Рафаэль был ответственен за оригинальный дизайн формы швейцарской гвардии. Спустя пару десятилетий службы швейцарцам удалось продемонстрировать, чего они стоят на самом деле. Потому что в 1527 году 20-тысячное войско императора Священной Римской империи Карла V штурмует Рим, грабя все на своем пути. Гарнизон Рима составлял 5000 человек плюс 189 швейцарских гвардейцев. И пока войско Карла грабило Рим, швейцарцы приготовились защищать папу. Швейцарцы в размере 147 человек удерживали Тевтонское кладбище и ступеньки базилики от тысяч нападавших. Естественно, что все 147 гвардейцев погибли, но они доказали невероятную фанатичность и свою верность их нанимателю. И пока те люди погибли, оставшиеся 42 швейцарских гвардейца, они проводили папу римского по секретному пути в Пассу-ди-Борго из Ватикана прямо в замок ангелов. То есть таким образом те 147 человек, которые стояли насмерть на ступеньках базилики, смогли, самое главное, выиграть время для того, чтобы остальные спасли папу римского. Понтифик Климент VII успешно скрылся и остался в этом замке. И он правил еще на протяжении 7 лет, вплоть до своей смерти. И по сей день швейцарская гвардия принимает присягу в день той памятной битвы 6 мая 1527 года. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!